So the title is The Archetype of Wonders, Childhood and Self-Knowledge in Contemporary Surrealism. Ну, тему Алексей Сергеевич уже озвучил. Она звучит следующим образом. Архетип чудес, живопись детства как способ самопознания в современном сюрреализме. Okay, maybe I make a little introduction, okay? So when I saw about this conference, it was about childhood, I immediately thought about talking about surrealism. Как только я узнала о том, что будет такого рода конференция о детстве, я сразу начал думать о том, что было бы неплохо здесь представить тему детства в сюрреализме. Why? Because surrealists and children, they have something in common. Ну, почему именно так? Потому что, по мнению Лучо, сюрреализм и детство, у них есть что-то общее. One of the main goals of surrealists is to avoid the reason, to avoid rationality, and set the unconscious free. Одна из основных целей сюрреализма заключается в том, что нужно избежание такого рода, избежание реальности и уход или избежание от реальности и вытаскивание что-то такого, что непосредственного находится в самом человеке. My sentence was so short. It's typical. Why you translate? Русский язык очень богат. Definitely. And so who better than a child does this? Like children usually they have an approach with the world which exclude rationalities. Что можно о ребенке сказать, что... Who better than a child can do this? What? Who better than a child can do this? Кто может... Только ребенок может быть настолько свободным, открытым и способным вытащить свою суть и показать ее вовне. Okay. В отличие от взрослого человека, взрослого человека. Okay, so we will see three painters. Мы с вами посмотрим 3 художников. Первый он Стивен Кенни. Один из них это Стивен Кенни. Он будет первым в нашем списке. Американец. So Stephen Kenny says, painting children represents a moment of self-knowledge. Стивен Кенни однажды сказал, что рисуя детей, мы постигаем самих себя. And this is very important. Like painting, he can know something about himself. This is very, very important. Это является очень важным, потому что когда мы рисуем, мы начинаем познавать самих себя. Okay. And then he said, all the figures in my paintings are aspects of myself. By painting the children, I am expressing something that I've learned about my personality and how I move through the world. Далее он продолжил свою мысль, что каждый нарисованный ребенок в моих картинах – это стороны моего «я». Изображая их, я проникал в глубины своей личности, в понимание того, что я делаю в мире. This painting is called The Seed of Wonder. Эта картина называется Seed Wonder. Seed, the seed. Семя. Семя чего? Of wonder. Семя чудес. Wonder, when you wonder. Yes, чудес, я уже сказала. And it represents very, very well the topic we are talking about. И эта картина очень хорошо иллюстрирует то, о чем мы сейчас с вами говорим. What does a child mainly do, if not trying to understand himself and the world around? Разве ребенок делает не то же самое, пытаясь понять самого себя и мир вокруг? Очень богат. Я старалась. Contemporary surrealist masters reflected on this topic, and as it's well shown by these paintings. Современный художник-сюрреалист размышляет над этой темой, и его работа является отражением этого. So the main thing, what the child represents. The child is but an archetype here. Главный вопрос, что представляет собой ребенок? Ребенок представляет собой своего рода архетип. It represents us in our pureness, in our sincere thirst of knowledge.
он представляет нашу жажду знания и наше стремление постичь неизведанное. That archetype is still alive in our unconscious, and it could be awake through different ways. Art is one of those. It's very important. Этот архетип живет у нас внутри и находится в нашем бессознательном, но может пробудиться в любую минуту под воздействием самых разных причин. И одной из таких причин является искусство. So what surrealists mainly do is trying to awake this archetype, the child that still lives within them. И что делает в этом вопросе сюрреализм? Он пробуждает этот архетип, который живет у нас внутри. So Заставляет его жить. surrealism is that kind of art that tries to photograph the unconscious, and in doing this, it sets in motion a sort of inner knowledge. Сюрреализм является тем видом искусства, который способен запечатлеть укромные уголки бессознательного, тем самым приводя в движение и вызывая к жизни через образы, скрытые глубоко в бессознательном архетипе. As unconscious contents, as well as archetypes, inevitably flourish through the images. Translated this, right? Yes, All right. of course. Okay. Наоборот, единоголос. Yeah. So in this painting, for example, we can say the relationship, the harmony between the child and the nature. На этой картине мы можем увидеть гармонию существования человека и природы. Something that when we become adults, we lose. И это то, что мы теряем, становясь взрослыми. It's very interesting. It's very interesting that she has these wooden feet, so something very heavy, but still she can dance and she's smiling. И в этой картине, что самое интересное, что девочка имеет очень тяжелые деревянные ноги, можно это так назвать, но при этом в ее позе царит легкость и улыбка на лице, она может танцевать. Here again we can see this harmony with nature. She's got a nest in her neck, around her neck. Здесь мы тоже можем увидеть связь ребенка и природы. Мы можем заметить гнездо у нее на шее и на ее руке. Here we can see a child with a very furious animal, and Stephen Candice always plays with this. So he paints children next to very, very aggressive animals, but they are okay together. Like they are calm, they are fine. There's no danger. Да, на этой картине мы можем увидеть, как ребенок абсолютно спокойно может существовать и находится самым таким агрессивным животным, один из самых агрессивных животных в мире, со львом. И вообще Стивен Кенни очень любил в своих картинах изображать вот такого рода противоположности, где человек в природе чувствует себя, что все хорошо, безопасно. So this underlines again once more this deep harmony between children and nature, children and animals. И в этих картинах мы как раз увидим эти глубинные смыслы гармонии человека, ребенка и природы. Sorry? Harmony between the child. Yeah. Гармония. This painting is very interesting because we see an adult, and then we see a child who covers his eyes, like if the painter would like to see, like, don't become so adult. Keep that child inside. Don't see the world only with adult eyes, right? На этой картине очень интересно изображен взрослый человек и ребенок, который закрывает глаза взрослого, тем самым создает ощущение, как будто бы он хочет сказать, что не нужно смотреть на мир глазами взрослого, нужно сохранить детский взор в природе, в жизни. And then her hands, she's got wings in place of hands. И вместо рук у нее здесь крылья.
so birds in paintings represents freedom, metaphysics, a connection with a higher dimension. И вообще образ птицы в картинах, оно всегда символизировало образ некой свободы. И Metaphysics. Да. And metaphysics. Из метафизики тоже. Okay. And last thing, she looks like a ghost. So you see, she's white. She looks like a ghost a bit. Она здесь выглядит как привидение в белом одеянии. It can imply that she's like our inner ghost. She's like our soul. И здесь мы можем представить, что ее образ является образом нашего внутреннего состояния человека. Внутренний дух, душа. Душа. Okay. Okay, we've been talking about this. Okay, now next painter. Как назад? Так, сделаем. Все назад. Да, еще. Окей, вот это. No, pierde. Okay. So we've been talking about child who represents the soul. This is a concept that comes back here in the next painter, who is called Dino Valls. Так как мы говорим о ребенке, который представляет душу, скажем так, душу человека, то об этом мы дальше поговорим. Это мы увидим у следующего художника и поговорим дальше в этом ключе. Okay, 2 words. This man, all these painters are contemporary. Все эти художники являются художниками современного искусства. Because surrealism it's a movement which is very alive now. Потому что сюрреализм в данный момент является одним из самых живых направлений. Didn't die with Dali, not at all. И, Continued, kept going. Да, она не умерла с именем Дали на устах, она до сих пор продолжает существовать. So, Dino Valls, he is a surgeon. Like, he graduated in medicine at the University of Zaragoza in Spain. And he's a self-taught painter. He never worked as a doctor, but he started to paint. And he became a painter immediately and started to work as a painter, to be a painter. Дино Волс, он по своему базовому образованию, он хирург. И изучая тело человека, это ему помогло в дальнейшем в написании картин. И он self-taught painter. Он сам себя рисовал. Да. No, he teach himself. He taught himself how to paint. Все. Он учил самого себя, как рисовать. Да, потому что его образование медицинское. Да, потому что у него было образование. Okay, so as you can see, some of them, they can see patience, as you can see already. И в этих картинах одна из основных линий является линия страсти. Они кажутся пациенты. Patience. Они кажутся пациентами, да. Okay. So, let's talk about Dino Valls because it's very interesting. Some painters use dreams as a source of inspirations. Others, like the Spanish contemporary Dino Valls, use specific Jungian techniques, such as the active imagination. Многие художники использовали сны как источник своих вдохновений. Другие, например, как современный художник Дино Волс, прибегали к специальной юнгианской технике активное воображение. So, just in 2 words to explain, active imagination is a technique, is a kind of meditation. So, with closed eyes, he invites the contents of the unconscious to flourish on his mind. And then when he sees these contents, he can paint them. Активное воображение, оно просто очень сложно несколько в английском представить. Активное воображение представляет собой своего рода медитацию, когда мы закрываем глаза,
дальше что-то страшное происходит. В общем, мы... Что такое? Но через вот эту технику через эту он, технику он пригласит наш соображение. бессознательно, Да. нет, он работает бессознательно, я бы сказала, что он закрывает Да, глаза и как бы призывает это бессознательное. И в этом бессознательном он видит определенного рода сюжеты, которые впоследствии находят отражение в его Okay, картинах. I trust you. Нет. Нет, если So- кто-то хочет... No, I'm joking. So just a few painters use real models, as what they want to decipher is something that dwells beyond the material world. Лишь немногие обращаются к реальным моделям для того, чтобы расшифровать, что находится по ту сторону материального мира. Okay, because surrealists. Потому что сюрреализм... да. Because what surrealists want is to show the unconscious. So that's why they don't use real models. They don't use real people. Потому что все, что хочет показать сюрреализм, это то, что находится у нас бессознательно. Поэтому ему не нужно показывать то, что происходит в реальности. Он не работает с реальностью. And what is very important psychologically is the following. И что является одним из самых важных, это последование, да? Да, like I want to mean that there is something very important psychologically here, is that he, through his art, he's doing a kind of psychology somehow, because he meets the unconscious contents. Ну и что здесь самое главное, что пытается нам лучше донести, что вот это, несмотря на то, что человек является художником, в то же самое время он является и психологом, потому что он работает со своим бессознательным. And we don't have to forget that he's a doctor, so he's got a scientific background, and he, for his education, he studied medicine because I think he wanted to heal, to cure people. So he still has this element of healing, right? И, конечно, мы не должны забывать, что базово вообще, что сам Дино Волс, он был хирургом, он был врачом прежде всего, а не художником. И это находит отражение в его работе. So let's say what Val says. There are many artists that were intended to represent only beauty, the celebration of life. I was instead given to represent the existential vertigo. Давайте посмотрим то, что говорит сам Дино Волс. Он утверждал, что есть много художников, искусство которых своего рода гимн красоте и празднику жизни. Я же хотел показать головокружение от погружения в слои экзистенциализма. The figures I paint are incarnations of the subconscious projection of my soul, just like a psychoanalyst easel. Образы, которые я рисовала, это воплощение моего подсознательного, проекции моей души. There, psychoanalysis walls and mirrors of the collective unconscious are exposed. Это подобно тому, как для психоаналитика мольберт, в котором подвергается психоанализу стены и зеркало на уровне коллективного бессознательного. Then he says something very important. Now. Okay. Sciences and religions claim to explain the eternal question for the meaning of existence, the profound dichotomy between the material and the spiritual. Art must unite this duality. Its realm is the space between one and the other. И вот одна из самых важных мыслей, которая здесь прозвучит, это мысль о том, что наука и религия пытаются дать ответ на извечный вопрос о смысле существования, объяснить лежащее в основе бытия, противоречие между материальным и духовным. Именно искусство должно стать той силой, которая объединит эти две стороны. So we can see here that painting is not just painting, it's not just рисовать, but it's a kind of philosophy as well. It's a process that includes philosophy and psychology somehow. И здесь, конечно, мы не говорим о рисовании, о художестве, как просто рисование какой-то картины. Да, здесь в основе этого рисования включены философские аспекты
и психологические аспекты. And it's very interesting that he gives art a very, very hard task. Unite the spiritual and the material world. И он, конечно, как бы предполагает, он дает очень сложную задачу для искусства, такую, как соединить материальное и духовное. Это одна из сложных задач. So he uses art as a way of self-knowledge then. In his art, a female figure, as we see, sometimes a child, sometimes an adolescent, is predominant. But who is she? Он использует искусство как самопознание. В его творчестве женская фигура похожа то на ребенка, то на подростка. Кто она? And why she seems to transcend time? We can't really make out her age. She constantly appears in a limbus between health and sickness, and her troubles are usually psychological rather than physical. So who is she? Кажется, что категория времени неприменима к ней. Мы никогда не можем разглядеть ее возраст. Она постоянно появляется на пограничье между здоровьем и болезнью. Ее недуги скорее психологического характера, нежели физического. Кто же она? He told me, sometimes I painted infants, usually underlining details that may have a psychological influence for the adult life. Волос отвечает на этот вопрос, кто же она. Мы на этом остановились с вами. Иногда я рисую детей, акцентирую на те детали, которые, по моему мнению, могут оказать влияние на их взрослую жизнь. Usually I paint for the period of puberty and adolescence. This is a period of great turbulence and ambiguity. Обычно я рисую детей в период полового созревания, детей подросткового возраста. Это время больших потрясений и неопределенности для человека, как на физическом уровне, так и на психическом и социальном. So it's a very hard period, it's a very difficult period for the human being, both physically and psychically and socially. And it is fundamental for the construction of the I. И это, и это имеет фундаментальное значение для становления «я». Но я имею в виду вот это все психологическое, физическое и социальное уровни. In my case, that very young androgynous figure that I usually paint must be considered as a visual representation of my soul. Андрогинная фигура, которую обычно вы встречаете в моих работах, можно рассматривать как визуализацию моей души, являющейся частью моего сознания. В диалоге с моим бессознательным ее нужно рассматривать как главный образ моих картин. So art and soul, something we've already heard of, sure, but however, it's not so romantic as it seems, right? Искусство и душа, сочетание, которое мы слышали не раз. Но это не столь романтично, как может показаться. What Waltz means are sometimes soul's wounds, and he, being a surgeon himself, seemed to heal them through his artistic psychoanalytic journey. Волт встречает израненные души и, будучи хирургом, пытается исцелить их посредством своего психоаналитического путешествия через мир красок. Okay, now 2 words about paintings. So in many paintings, there are elements of, for example, here, as you can see, they are 2 patients, right? Ну, здесь, как вы можете понять, это 2 пациента. In this case, they are 2, but they look the same, they look like twins. And maybe we can think about the doubleness of ourselves. Like we usually have a double. Здесь мы видим на картине 2 практически одинаковых людей. Вроде бы это как 2 человека, но выглядят они как один. И, быть может, здесь имеет такой смысл, что человек по своей природе, он двуличный, да. One thing very important is the look. Они их глаза. Да, но главное, важно, что здесь мы можем увидеть, это их взгляд. If you see these paintings in person, если вы это увидите лично, эту картину, it's a very, very powerful effect. То вы удивитесь ее мощи. Why? Because it's not you looking at the painting, but it seems that
they are looking at you. Потому что здесь создается такой эффект, это не то, что вы смотрите на эту картину, а создается ощущение, как будто бы они, эти два человека, смотрят на вас. It seems they've got something like, it seems they've got like a magic power or something, you know? It seems they are alive somehow. Ощущение, что создается ощущение, как будто бы они живы, но и самое главное, что они обладают какой-то магической, какой-то магией в этом взгляде. Another thing, for example, here we see a young girl, but her hair has white, as you can see. Здесь на этой картине мы видим молодую, подростка девушку, но при этом волосы у нее белые. So why? Because he likes to play with opposites, male and female, young and old. Почему мы именно на этой картине видим такие противоположности? Потому что сам автор, сам художник, он любил играть именно с противоположностью, изображая либо разный возраст, либо разный пол в одной картине. When we look at them, sometimes we don't know if it's male or female. Когда мы смотрим на них, нам очень сложно определить, это все-таки мужчина или женщина. How old they are. Сколько им лет. And sometimes we don't know if they are sick or if they are healthy. И иногда мы не можем ответить на такой вопрос, являются они здоровыми или они больны. Sometimes it seems they are in the process of becoming healthy. Иногда мы можем заметить в этих картинах именно процесс выздоровления, то есть становление из больного состояния в более здоровое. And this is important because it implies a concept like we are sick, but we can recover somehow. This is the message that we can read behind. И то сообщение, ту мысль, которую мы читаем за этими словами, она заключается в том, что несмотря на то, что мы больны, мы можем и выздороветь. And for example, У нас есть шанс. this girl here, she's a writer. She writes something, and this element is attached to her hand. So it's very, very powerful. So these little girls, they can even be busy intellectually, for example, like in this case. So they can't be completely sick. This is what I want to mean. Ну вот на этой данной картине мы увидим молодую девушку, которая пытается при помощи определенных даже инструментов, что-то написать. Мы не можем сказать, что она больная, потому что здесь образ больной девушки, потому что в интеллектуальном смысле здесь показан именно интеллектуальный смысл ее здоровья. Что в интеллектуальном смысле она здорова. Она может писать, она может думать. И эта ручка, которая в ее голове. This is one of my favorites. It's called insania, madness. Безумие. Insania, in Latin it means madness. Безумие. Да, это одна из самых любимых картин Лучо, которая называется «Безумие». What can we say about it? We can't say anything about it. It speaks by herself. Ну, здесь мало что можно сказать, потому что сама картина говорит сама за себя. I want to say something else. So in some paintings, like in this one, we've got the element of traveling. Because, children, they are curious, they are curious and they wander. So travel and children, it's something, that he represents. Но на этой картине вы можете увидеть большое количество элементов именно путешествия, потому что ребенок в своем, скажем, я от себя, конечно, добавлю. Ребенок в своем воображении, он, конечно же, по большей части любит путешествовать, любит куда-то ездить. Путешествовать с голова тоже. Естественно. Я поэтому сказала воображение свое. Okay. Я добавила. And here we can see the process, young and old, and in the middle, young and old at the same time. А здесь на этой картине мы можем увидеть тоже две противоположные картины, молодость и старость, а посередине некое комбинирование молодости и старости.
So it can represent soul, because soul is something eternal. It's not young, it's not old. It's И бесконечный. здесь бесконечно, Да? да, это все верно. И здесь можно увидеть, что, скорее всего, основная мысль о том, что это есть наша душа, которая может быть и молодой, и старой, и она, в принципе, сама по себе бесконечна. Here again we can see traveling again, but then we can see a lot of pearls, a lot of jewelry. Why? Because traveling implies getting something, enrich oneself. So by traveling I enrich myself. Здесь на этой картине мы опять сталкиваемся с темой путешествий, но здесь самым центральным в этой картине является большое количество разного рода украшений, которые... Алексей Сергеевич, вы же по-другому регламент держите. Вот, разного рода украшения. И дело в том, что эти украшения это та основная цель, ради которой обычно совершается путешествие. Но имеется в виду не в буквальном смысле, а в фигуральном смысле. Когда ребенок в своем воображении путешествует, да, он чего-то нового добывает, чего-то он получает. I told 1 minute, you told 5 minutes. So traveling as a way of knowledge. In one phrase. Путешествие – это путь к знанию. And it's very important that sometimes he paints something like that. And these little girls, they've got something, for example, fabrics in some cases, that belongs to different cultures. And this underlines syncretism as well, which is a main concept on vase. Я тебя по сокращенному переведу. Значит, основная у этой девушки вот эти украшения, они с разных уголков стран. И основная мысль, которая здесь звучит, может звучать, что это своего рода некий синкретизм, соединение несоединимого, на первый взгляд. How can I go back? Let's see this, the last painter. Last painter, пожалуйста. Да. So the next painter is called Renata Palovinskas. She's from Lithuania. Третья художник, о которой мы сегодня с вами поговорим, она из Латвии или Литвы? Да. Латвии? Да, Литвания. Да. Литвания, да. Она из Литвы, ее зовут Рената Палубинскас. Okay, so she mainly paints children again, but with very scary creatures around them. But they are in a harmonious relationship with them. Она известная художница именно детей. Она рисует детей в мире полных страшных, фантастических существ, которые кажутся знакомыми детям. So, for example, like in this case, she's got a skeleton, like before, for example. She's got a skeleton here, and then these mice, and she's happy, she smiles. So she's not scared. И вот на этой картине, кстати, очень интересно, мы можем увидеть, что сама девочка, она не боится ничего, несмотря на то, что сзади, на заднем фоне картины мы можем увидеть крыс и скелет. So she says, Renata Palovinskas, she says, through my art, I intend to claim there is another reality, other than the one we know. Она говорит, художница, посредством своего искусства я пытаюсь доказать, что есть другая реальность, помимо той, которую мы видим. Вот почему она погружает своих героев в сказочную действительность. So this statement is very important because it's a philosophical statement. Usually painters, they don't say something like that. So this is a very, very powerful statement that there is another reality. Usually philosophers say that, not painters. So, это очень интересное утверждение, очень сильное утверждение, которое сказала сама Рената, потому что в мире художников редко мы можем услышать такого рода утверждения сильные. В основном эти мысли, они принадлежат больше философам, чем художникам.
So why she paints a dreamlike reality? Because this reality we perceive, according to her, so from what I can understand, it's not true. There is another one, another reality which is truer. Так, почему, вернее... Well, okay, it's this one, I said, it's in Oh, another way. I know. Вот основная причина, по которой она погружает своих героев в сказочную действительность, которая является еще не истиной, а именно за пределами этой истины является истина. And this is a very important statement. Art is a tool for understanding an illusionary reality in which children are the main characters with their naive attitude and innocence, inevitably lost when adulthood is reached, as we said before. И это очень важное заявление. Искусство является инструментом для понимания иллюзорной реальности, в которой дети являются главными героями с их наивным отношением и невинностью, качество которой неизбежно утрачивается при достижении зрелого возраста. She paints children caught in experiencing the duality of reality. They sometimes look up and wonder, and are often surrounded by their nightmares, represented by those scary imaginary creatures, a constant presence. Она рисует детей, оказавшихся на границе миров. Иногда они смотрят вверх и часто окружены кошмарами, страшными воображаемыми существами. Кажется, она хочет спросить саму себя, насколько реально создаваемые образы иллюзорной реальности. So she seems to ask herself, how real is their existence in an already illusionary reality? Really? Okay. So the fear is not lethal, though, as she says. As we can see, sometimes there is a mystical ray, here again, here, there is a mystical ray of light from an opening in the sky. And this means that they can be saved. So they are living a nightmare now, but the nightmare is not forever, so they can get salvation somehow. Вот основная мысль здесь, что страх страх не смертелен. Мистический луч света на данной картине, струящейся с неба, напоминает нам о том, что они не люди, девочка на картине вместе со скелетом, они не одиноки. И что они могут отказаться от своего фантастического существования, чтобы обрести спасение. So we see here again, she's got the devil behind her, but то же самое видим, вот from этот the луч sky. спасительный, несмотря на то, что девочка с дьяволом, они нарисованы вместе. But the thing which is very important is that their eyes, their face is always very quiet, very calm. Но самое интересное, что практически на всех картинах детские лица изображены очень со спокойным выражением лица и с некой даже улыбкой на лице. Sometimes they even play with these creatures, with these scary На creatures. некоторых картинах даже они играют с скелетом. Sometimes they go by hand by hand. What is important to underline as a conclusion is that only artists and children seem to be aware of a dreamlike reality, because their sensitivity and their perception is extremely acute. И подводя итоги, хочется сказать, что только художники и дети, пожалуй, знают о той сказочной реальности, поскольку они обладают обостренной чувствительностью и восприятием. Let us remember Vaz. The child represents his soul, and what better than a soul for knowing the reality in which we are living. Мы можем еще раз вспомнить Волса, который говорил, что ребенок представляет свою душу, и что может быть лучше, чем душа, познавшая реальность, в которой мы живем. So the painter, the child, and the soul are one thing. Artists find their soul because they kept the child they were. He still lives within them. He still wanders. Художник, ребенок и душа – суть одна. Художники нашли свою душу, потому что они встретили ребенка, которыми они были когда-то, который до сих пор живет в них и до сих пор удивляется. Многоточие.